Титулованный 98 ранга. Раньше такого днем с огнем не сыщешь. Подобного уровня мастера и правда единицы на боевом континенте. Хотя во второй части, кажется, их немного больше. Вот практически в самом начале мы уже знакомы со старейшиной Сюанем, титулованным 98 ранга. Насколько он силен, какой у него дух и кольца. Вам, наверное, интересно, а есть ли у него красное кольцо? Мы это рассмотрим. Итак, старейшина Сюань Цзи довольно любопытный персонаж. Ему более 200 лет. Он будущий глава павильона морского бога, сейчас отвечает за команды монстров Шрека и является руководителем инспекторов или стражей Шрека. Под его надзором и обучением тренируются юные ученики, ставшие монстрами Шрека. Его дух особенный – это божественный бык Таоте. Имеет священную родословную Таоте, родословную настоящего дракона. Это звериный дух элемента земли, который требует, чтобы пользователь постоянно ел, чтобы получить больше силы. Поэтому мы всегда видим старейшину Сюаня с курицей в руке и тыковкой вина. Что тут сказать? Дух требует, нужно много есть и выпивать. Это боевой дух, которого могут пробудить только те, кто обладает родословной Таоте. Это божественное существо. Таоте – 5 из 9 сыновей бога-дракона. Его также называют королем земляных драконов. Священный бык Таоте был духом земного типа, поэтому мог очень хорошо манипулировать землей. Когда старейшина Сюань активировал дух, его постаревшая спина внезапно выгиналась вверх, и его заляпанная маслом и стрепанная одежда тут же рвалась. Мышцы на его спине раздувались с шокирующей скоростью, и в мгновение ока он увеличивался как минимум вдвое по сравнению с обычным размером. Самое странное было то, что по обе стороны его головы вырастали по одному длинному винтовому рогу. Кажется, в трейлере нам показали истинную форму священного быка Таоте, титулованного Сюань Цзи. Смотрится и правда устрашающе. Недостаток этого типа духа заключается в необходимости постоянного потребления еды и питья, поскольку сам акт потребления является формой совершенствования. Я бы не назвал это недостатком. Кушаешь и само собой в процессе качаешься. Толстый Маханзюнь в первой части точно позавидовал бы этому духу. Что насчет колец старейшины Сюань Цзи? Вы точно удивитесь. Свою истинную силу старейшина Сюань должен был раскрыть очень скоро, когда заступился за Хуэйхао, которого похитил злой духовный мастер. В этой сцене он также показал свои 9 восхитительных колец. Однако в аниме, вероятно, мы этого не увидим. Вот как это описывается в оригинале. 9 духовных колец засияли и всплыли со слепительным блеском. 2 желтых, 2 фиолетовых, 4 черных и 1 красное. Грязные волосы старейшины Сюаня стали светло-коричневыми. Он резко повернул голову и посмотрел на оставшихся бандитов. Несравненно пугающая аура, похожая на бушующий шторм, внезапно захлестнула их. В мгновение ока снова произошел взрыв, но на этот раз вместо трупов взорвались живые. Он топнул правой ногой, и в земле внезапно открылась огромная дыра. Старейшина Сюань согнул свое величественное тело и с невероятной скоростью вонзился в землю большими руками, похожими на веера из пальмовых листьев. В течение одного вздоха он исчез под землей без следа, а далее он под землей пытался отыскать Хуэйхао. Как видим, у старейшины Сюань Цзи 9 мощных колец, но особо выделяется его 9-е, красное кольцо, возрастом 100 тысяч лет. Я не нашел информации о том, от какого зверя было это 9-е кольцо и какие 2 навыка оно дает. Без сомнения, оно будет весьма неслабым. Надеемся, в сериях аниме нам подробнее расскажут о его 9-м кольце и покажут хотя бы один его навык. Также у него полный набор из 6 духовных костей. Достоверно известно, что 7-е кольцо старейшины Сюаня – истинная форма духа. Монстр с телом быка, тигриными зубами, человеческими когтями и парой огромных рогов появился перед всеми. Его длина превышает 30 метров, а по размерам он даже величественнее старого ядовитого монстра. Да, титулованный Сюань Цзи – гроза континента. Но зато с таким могущественным титулованным 98 ранга Академия Шрека и ученики могут быть спокойны. Что касается характера старейшины Сюань Цзи, первоначально он казался довольно строгим и суровым, но позже выяснилось, что он исключительно заботливый наставник и лидер, особенно по отношению к студентам Академии Шрека и членам стражей. Из-за одной миссии, в которой погибло много стражей, и событий незадолго до первого турнира мастеров, он считает себя недостойным быть в Шреке и непригодным для наблюдения за учениками школы. Однако при некоторой поддержке со стороны старейшины Му, он становится одним из толпов Академии Шрека и направляет младшее поколение 7 монстров к их величайшему потенциалу. Это и правда достойный персонаж аниме, который очень поможет Хуэйхао и другим его товарищам.
Напишите в комментариях, как по-вашему, насколько же будет силен старейшина Сюань 98 ранга. Завтра в субботу я планирую провести стрим на канале, давненько не было. Так что заскочите вечером, буду очень рад. Чуть позже сообщу о времени. Что ж, спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.